Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 23 июня, выпуск экстренный, идет война, и пока идет война, все выпуски у нас экстренные. На этой неделе у нас будет один промежуточный выпуск, немножко не успеваем, много дел, и будет один выпуск экстренный. Я постараюсь сделать более-менее объемный выпуск, и я надеюсь, что это как-то компенсирует стабильно выходящие два выпуска в неделю промежуточных. А в воскресенье мы с вами обязательно увидимся, услышимся в итогах недели с Сергеем Жирновым, и я думаю, вы получите не меньше удовлетворения от нашей интеллигентной и интересной беседы. Итак, давайте перейдем к событиям. Ну, во-первых, Александр Сакуров, режиссер, не выпустили его из России в Финляндию. Он направлялся, как я понимаю, в Италию. Направлялся в Финляндию, чтобы сесть на самолет и вылететь в Милан, как, если я правильно обладаю информацией. И не выпустили Александра Сакурова за границу. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сказал разогнать этот материал по всем СМИ, ну, разогнать в смысле дать ему максимальное освещение для того, чтобы вся Россия, вся интеллигенция России, он сказал грубее, он сказал вшивые интеллигенты, чтобы знали, что в России существует выездная виза, и помалкивали. Помалкивать должны все, кто имеет свое мнение, все, кто имеет гражданскую позицию, потому что, по мнению Кириенко, многие расслабились и считают, что их могут в любой момент выпустить, и за границей они будут чувствовать себя в безопасности. Он показывает таким образом, что за границу смогут уехать далеко не все, могут кого-то не выпустить, могут кому-то поддать репрессиям и на территории России. И превращается постепенно Россия в такую пародию на Советский Союз. Пародию, потому что, безусловно, нет никакой идеологии, нет никакого политбюро, нет социального равенства, даже того минимального социального равенства, которое было в Советском Союзе, нет ни его, нет справедливости, нет закона, который действовал бы, нет практически ничего от того Советского Союза, который был. Далеко не все были удовлетворены жизнью в Советском Союзе, а жизнью в современной России не удовлетворены так тем более. Тотальная коррупция, которая сейчас процветает в России, такого никогда не было, даже во времена Советского Союза. Были какие-то принципы у людей, которые стояли во власти, были какие-то действительно идеологические принципы, люди верили в какие-то идеалы. Да, далеко не все, но были, опять-таки, я просто знаю по своим родственникам, которые были идейными коммунистами, даже свято верили в то, что когда-нибудь наступят лучшие времена и будет коммунизм. Это и моя бабушка, которая, которая уже даже после развала Советского Союза невозможно было убедить, что никогда коммунизма не было бы. Она действительно была идейный человек, и я знаю, что таких людей были миллионы. Возможно, не все люди, безусловно, но там в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, на момент развала где-то около 300, опять-таки могу ошибаться, но, по-моему, что-то около 300 миллионов было, по-моему, населения. Под 300, может, 250. Извиняюсь, я сейчас уже запамятовал. Ну, так вот, пару миллионов так точно было идейных людей. И я думаю, что в основном на таких людях и держался тот строй. Этот строй, который сейчас существует, он держится в основном на одном человеке. Это президент России Владимир Путин, который является фактически диктатором и узурпатором власти. Он является центром этой вертикали, и без этого стержня
не будет никакой системы власти пропутинской. Потому она и называется путинская система власти, что без Путина она существовать не в состоянии. Что будет после Путина, мы увидим и узнаем уже довольно скоро. Ну а пока Сергей Кириенко дает приказ разогнать новость по всем СМИ о том, что знаменитого, всемирно известного режиссера Александра Сокурова не выпускают за границу. Въездная виза, вшивые интеллигенты. Вот такой посыл. Так, теперь давайте перейдем немножко дальше. Владимир Путин постоянно обсуждает возможность введения военного положения. Мы уже рассказывали об этом. И эксперты при Совбезе дают такие рекомендации президенту России. И сам президент России часто поднимает тему мобилизации, тему введения военного положения как минимум в 5 областях приграничных. Это и Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская и Ростовские области. В этих областях военное положение, а по России мобилизация. И да, сейчас идет скрытая мобилизация, но она не перекрывает те задачи, которые ставил президент Путин. Да, есть довольно неплохой набор резервистов, есть неплохой, опять-таки, неплохая агитация, ну, мотивация деньгами. И люди идут убивать, ну, либо быть убитыми, это ж война, дело такое. На войне не только кто-то убивает, не только ты убиваешь, убивают у тебя. Поэтому вчера опять было совещание у Путина, в очередной раз обсуждали возможную мобилизацию. И чуть было не приняли, еще раз повторяю, уже был близок к тому, чтобы принять решение о военном положении в 5 областях Владимир Путин, но не сложилось. Не настолько решителен был Владимир Путин в своих намерениях. Ну, как бы страшного ничего нет. Тем более, я думаю, что жители этих 5 областей могут какое-то время вздохнуть спокойно. Все остальные ждем мобилизации. Когда Песков говорит, что это вранье, похлеб, как он там говорит, четко слова Пескова не помню, но что там в форме того, что наговоры западных спецслужб, наговоры западной прессы, британской в частности, о том, что Россию ожидает мобилизация. Ну, раз Песков говорит, что вранье, значит правда. Мы с вами все прекрасно знаем и понимаем. Песков многократно гнал пургу, о чем говорил и сам президент России Владимир Путин. И задача Пескова врать. Задача Пескова выдавать желаемое за действительное и вероятное за невероятное. Вот такая интересная задача у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Давайте теперь вернемся к президенту России и к его интересному общению на Петербургском международном экономическом форуме с президентом Казахстана Токаевым. Очень интересно, мы с вами уже обсудили с Сергеем Жирновым, произошел обмен мнениями. Вернее, высказал мнение свое Токаев о ситуации, как он ее видит вокруг России. И Владимир Путин остался крайне недоволен. В понедельник, да что-то в понедельник, суббота, воскресенье, начиная даже с пятницы вечера, он уже обсуждал с близким окружением, какой негодяй Токаев, как он мог его так некрасиво подставить. Пригласил гостя в дом, он же человек с Востока, восточные люди не должны так себя вести. Ну, какой-то очередной этот бред с какими-то формальностями. Мы с вами прекрасно понимаем, что Токаев прекрасно осознает свое положение, он более чем уверен в себе. С одной стороны, у него есть поддержка Китая, поддержка безусловная. Китайское руководство прекрасно знает об отношении Владимира Путина к себе, тем более к Си Цзиньпиню. С другой стороны, есть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который мечтает получить, если не в сферу своего влияния, то в сферу своей дружбы президента Казахстана
Токаева. И в итоге получается, что в незавидном положении оказался Владимир Путин. Он вынужден слушать правду, когда ему говорят ее в глаза. А это большая редкость. Президенту Путину в глаза сказать такую откровенную правду, такую правду, которая режет его сердце, режет его слух и режет его самолюбие. Это надо быть человеком с большими яйцами, я извиняюсь. И Жомарт Токаев молодец, несмотря на то, что Путин в очередной раз пытался перекрутить его имя, назвав его неправильно. Потрудился бы, назвал бы правильно. Он не хотел трудиться, решил, что и так нормально произнести. Если вы помните, да, как-то довольно давно у него был казус такой во время посещения Индии, это, и, по-моему, на заре еще своего первого срока президентства. Он не мог выговорить Рабиндранат Тагор. Рабиндранат Тагор он произносил несколько раз, каждый раз неправильно, и выглядело это довольно комично. Теперь, когда Путин произносил имя Токаева, имя отчество, он очередной раз, перепутать не перепутал, а скорее не захотел выучить, еще раз повторяю, не захотел выучить и показать заодно Токаеву свое место. Ну, как там тебя, типа. Вот ты. Но Токаев оказался, как говорили пикейные жилеты, да, в 12 стульях. Палец в рот не клади, откусит. И он показал свои зубы. Показал довольно острые зубы. Показал президенту Путину его место. И президент Путин 3 дня, еще раз подчеркиваю, просто и зашелся на говно, вспоминая президента Токаева. Это немногим удается, далеко не многим. Единицам за всю жизнь. Далее Литва. Опять о выводах, что может ожидать Токаев. Ничего не может ожидать. Не в состоянии Путин никакие действия провести относительно Токаева, никак его уколоть, отменить экспорт через Новороссийск нефти или еще что-нибудь там, или какую-то такую мелкую пакость. Сказать, что это сильно отразится на президенте Казахстана или на Казахстане в целом, навряд ли. Скорее, репрессии, как рекомендуют некоторые руководители спецслужб российских, провести репрессии относительно граждан Казахстана на территории России, это вполне возможно. Я не думаю, что до этого дойдет. Вроде как сейчас немножко волна ненависти спадает, но возможен вариант, возможно давление на бизнесменов, которые ведут бизнес в России, казахских бизнесменов я имею в виду, возможно давление на граждан Казахстана, которые проживают в России. И знаменитому комику Нурлану Сабурову, по-моему, его так зовут, стоит немного задуматься. Он там ездил, дерзил, не мог то ли позицию высказать, то ли мог высказать, то ли смеялся над какими-то девчонками, которые имели смелость ему указать на его место. Так вот, Нурланчик, надо, наверное, подумать о будущем и о том, какую ты позицию занимаешь. Иначе могут российские спецслужбы по указке Владимира Путина поставить многих в неприятное положение, а разбираться, кто там какую позицию имел или не имел, они особо не будут. И в итоге Нурлан Сабуров, комик, может оказаться в очень смешном и неприятном положении. Поэтому я призываю всех людей, которые имеют гражданскую позицию, этой позиции не стесняться. Рано или поздно репрессии в России и закручивание гаек придет в такое положение, когда уже будет без разницы, каких взглядов ты придерживаешься, репрессии будут применимы как ко всем. Тем более, что качество и уровень жизни будет падать, и жизнь репрессированного, нерепрессированного будет отличаться так, весьма какими-то условными категориями. Так, давайте перейдем к следующим новостям, потому что этой новости мы уже прилично время уделили. Да, был крайне зол президент России также от удара ВСУ по платформам газодобывающим Черноморнефтегаза.
там находились военные на этих платформах. Просто не стоит думать, что там военное руководство России размещает исключительно гражданских лиц. Да, ну, и, конечно, там находятся военные. Были люди, которые занимались работой на этих газовых платформах, газодобывающих, извиняюсь, платформах гражданские, но там большинство было военных. Там были радиолокационные станции, и удар был именно с этой целью. Зол был Путин, ну, конечно, зол, ногти кусал, злился. Он вообще в последнее время очень много нервничает. Это негативным образом сказывается на его здоровье. Мы уже говорили, что на этой неделе ночью он всполошил там в своей резиденции и охрану, и прислугу, и близких, которые проживают вместе с ним, и ходил с окровавленной физиономией. Окровавленной физиономией не потому, что шаманы нарисовали ему кровью щенка пальцами на физиономии какую-то ерунду, а кровь пошла у него из носа ночью, и не могли несколько минут остановить. Измазал кроватку, измазал полотенце, пол в своей спальне и пол в ванной. Там, говорят, кипиш был такой не слабый. Прислуги были крайне недовольны. И ФСУшники также высказывали свое резкое недовольство поведением президента России, который вел себя как знаете, маленький мальчик. Что-то у него случилось, и он не может сам справиться. Вызвали врача, кровь довольно быстро остановили, но до этого, я еще раз повторяю, несколько минут президент России расхаживал по дому, пугая домочадцев. С чем связано кровотечение, пока выясняют, но говорят, что во время прохождения химиотерапии такое бывает, и это не редкость. Поэтому, ну, что, можно посочувствовать только домочадцам этого нехорошего человека. Еще раз повторяю, в последнее время все время нервный ходит президент Путин. Все ведут себя не так. Литва ведет себя не так. Заблокировала транзит в Калининградскую область. Много дополнительных факторов, которые, опять-таки, злят и расстраивают президента в России. Ну, надо не забывать Александра Рыгоровича Лукашенко, который не захотел пообщаться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ну, это, конечно, не его уровень, как он решил показать, но не забывайте, уважаемые зрители, слушатели и гости, подписчики и гости канала, что Лукашенко не приехал на Петербургский международный экономический форум, как мы и говорили. Мы говорили, что приедут талибы приехали. Мы говорили, что Лукашенко обиделся, а не приехал. Лукашенко обиделся, а не приехал. Вот такая интересная ситуация. Мишустина он послал подальше. Мишустин пошлялся по Минску. Увидел, как там чисто, потому что нечем сорить. И убрался восвояси. А Лукашенко ждет приезда президента России Владимира Путина, ждет без вдохновения, ждет с пониманием, что будут пытаться дожать, будут пытаться либо заставить вступить в войну, либо вступить в тройственный союз, либо еще в какое-то говно. Что может предложить президент России Владимир Путин? У Владимира Путина практически не осталось друзей. Он наговорил столько гадостей на лидера Китая Си Цзиньпиня, которому, надо отдать должное, действительно не сильно помогал российскому руководству выбраться из того положения, в которое оно само себя вогнало. Какие обязательства брал на себя Си Цзиньпинь? Никаких. Конечно, ему доложили о том, как себя ведет Владимир Путин, как он отзывается о китайском лидере. Безусловно, китайскому лидеру было это неприятно. Безусловно, были переговоры Си Цзиньпина и Токаева, ну или, по крайней мере, Токаеву передавали информацию, как себя можно вести. Не то, что как себя можно вести, это не рекомендации, не там какой-то свод правил. Нет, просто дали понять, что в любом случае поддержат. И если хочет Токаев поговорить с Путиным на равных, по душам, то пожалуйста. Я думаю, что это так примерно было. И Токаев молодец, Токаев красавчик. Это огромное уважение. Так вот,
Не осталось друзей у президента России Владимира Путина, не осталось никого. Остались талибы, остался, ну как остался, приехал Токаев, дал пощечин несколько, остался Пенис Душилин, глава ДНР или ЛНР, кого там он глава, ну, псевдо какого-то образования, абсолютно правда сказал, правильно сказал Токаев. Так вот, интересная компания у Путина. Пенис Душилин и талибы. И талибы. Александр Григорьевич не хочет дружить. По последним моим данным, то, что сказал, передал, ну так, иносказательно передал, сказал в компании, в такой небольшой, Лукашенко, пребывая со своими довольно близкими людьми, зная 100%, что это дойдет до российского руководства, ну, Лукашенко знает, кто передает информацию российскому руководству, он сказал, пусть сначала победят, а потом и разговаривать будем. Так вот, пусть сначала победят. Большие сомнения у Александра Григорьевича Лукашенко, который по своей сути является таким же узурпатором, как Владимир Путин, что может российское руководство справиться с ситуацией в Украине и одержать какую-то, пусть даже символическую победу. Большие сомнения. Не хочет Лукашенко вступать в войну, не хочет Лукашенко быть вассалом президента России Владимира Путина. Уверен Лукашенко, что все может быть по-другому. Уверен, что может эту ситуацию переиграть. Мы уже говорили о том, что довольно презрительно называет Путин Лукашенко картофельным лосем. Лукашенко об этом прекрасно знает. Мы также рассказывали, что там, время от времени Лукашенко через того же Медведева, через остальных, бывает, посылает на 3 буквы Владимира Путина им других представителей российского руководства. Говорит это прямым текстом, ничего особо не стесняясь. Плевать хотел Лукашенко, во-первых, на российское руководство, ну и как следствие на всех остальных, ну в том числе, что обидно, на свой народ, которого он загнал, конечно, в очень и очень мерзкое положение. Искренне жаль народ Беларуси, искренне жаль народ России, искренне жаль народ Украины, который ни за что подвергается уничтожению. Давайте говорить прямо. Пытается Владимир Путин уничтожить народ Украины. Сопротивляются, и честь им и хвала. Сопротивляются они не России, сопротивляются не российскому народу, надо понимать. Сопротивляются Путину, сопротивляются его режиму. Сейчас на штыках украинских военных судьба Владимира Путина. Поэтому судьба России. Поэтому надо всерьез относиться и следить внимательно за тем, что будет происходить в ближайшее время в Кремле. В первую очередь на фронте, а во вторую очередь в Кремле, потому что то, что происходит на фронте, это прямейшим образом отражается на том, что происходит в Кремле. Попытается Владимир Путин наказать, это немножко возвращаясь к вопросу Литвы, чем может наказать Литву за блокировку транзита санкционных грузов через свою территорию в Калининград, могут отключить от света, по крайней мере, не отключить от света, прекратить энергоснабжение в Литву. Литва не только получает из России электроэнергию, так что я думаю, что все обойдется. По резервам золота недавно опубликовали на конец декабря 2021 года. Россия занимает весьма скромное место. 2301 тонна золота для страны, которая добывает золото. Ну, честно говоря, золотые запасы весьма смешны. Я скажу, что то золото, которое вывезли в слитках окружения Путина, не просто сравнимо с запасами золота России, а, я скажу прямо, выше. Это все вопросы мы обязательно зададим приближенным Владимира Путина, которые пока умирать не собираются, в отличие от президента России Владимира Путина. И обязательно
Обязательно. Мы знаем, где находится часть этого золота, довольно большая часть, и мы обязательно вернем это в Россию. У нас в этом нет никаких сомнений. Поэтому я уверен, что все будет в этом плане в порядке. Да, многие спрашивают, будут ли выборы осенью. Ну, пока да, пока сказали, что будет. И будут выборы, пока собираются, по крайней мере, провести, готовятся. В этом плане Путин прислушивается к Сергею Кириенко. Сергей Кириенко, как считает Путин, провел блестяще выборы осенью прошлого года. Блестяще, еще раз подчеркиваю, Путин считает, что выборы были проведены блестяще. Хотя мнение на момент проведения выборов, там, на первые 2-3 недели после выборов, мнение его несколько раз менялось. Он то злился, то радовался, но в зависимости от поступающей информации. Но в итоге все получилось так, как хотел Путин. И в плане проведения или не проведения выборов здесь Путин полностью доверяет Сергею Кириенко. Сергей Кириенко он никогда не будет президентом России, по крайней мере. Путин не планирует его делать преемником. В этом плане правы те эксперты, которые говорят, что у Кириенко шансов нет. Кириенко является... Ну, его нельзя назвать серым кардиналом, да, современной России. Он не имеет такого веса, как имеет, конечно, безусловно, как имеет президент России Владимир Путин. Он не имеет и 1/10 того веса и влияния, возможности влиять. Он не имеет, он даже не входит в первую 5 людей, да, которые имеют вес и влияние сопоставимые, скажем, с Патрушевым, который хоть где-то более или менее вокруг Путина находится, как Ковальчук, как даже тот же самый Чемизов. Чемизов входит в эту 5. Я вам хочу сказать, что довольно интересная личность, и мы об этом еще поговорим. А Кириенко нет, Кириенко, конечно, значимая личность, но не ключевая. И слушают его, конечно, как профессионала, но не забывают указывать на его место. Так, что мы еще с вами? Давайте поговорим, да, еще про Новошахтинский НПЗ, по которому был нанесен удар. Злился опять-таки Владимир Путин. Нам же интересно, правильно, как реагирует Владимир Путин на разные события. Так вот, злится, нервничает, психует, матом обкладывает, матом обкладывает и военных, матом обкладывает руководство Черноморского флота, ВМФ, обкладывает матом руководство Генштаба, обкладывает матом руководство Минобороны. Там такой трехэтажный мат, вы себе представить не можете, когда смотрите на президента России Владимира Путина, когда он ведет себя довольно интеллигентно, давайте говорить, да, в рамках приличия в основном. В подавляющем большинстве, пока у него не прорывается эта херня. И так вот, иногда у него прорывается, он понимает, что его никто не снимает, не транслирует, ну или, по крайней мере, когда трансляция идет в режим видеоконференции, это никуда не влечет, по крайней мере, как убеждают его. Там он, конечно, разоряется, мама, не горюй. И там, поверьте, такие перлы вылетают, что всем нравится всем. И там потерпевшие все бедные, все несчастные, всех там он и во все отверстия, и в волосы, и в уши, и куда он только всех не сношает, давайте так скажем. Там и в карманы, и в пуговицы, и именно таким текстом. Поэтому. На совещаниях с президентом довольно весело. Я бывал на совещаниях президента, там он себе в основном не позволял так выражаться, но сейчас нервы расшатаны, сейчас положение немного другое, и президент России дает волю, но не людям, а бранным выражениям, не подбирая слов, не подбирая выражений. Так, дорогие зрители и слушатели,
мы обсудили довольно много. Еще, безусловно, будут новости на этой неделе. Мы с вами обсудим в итогах с Сергеем Жирновым. Очень интересно у нас получается общение. Сергей оппонирует, я отстаиваю позицию. В каких-то моментах мы соглашаемся, в каких-то даем возможность решить вам, как правильно, как неправильно. И это очень важно. Важно, чтобы в спорах рождалась истина. Я, когда что-то говорю, да, вот на те темы, в которых я, безусловно, информирован и в которых я являюсь специалистом, я могу отстоять свою позицию полностью. Есть, конечно, темы, такие, они относятся больше к категориям рассуждений, категориям каких-то таких понятий о правильности и неправильности принятия каких-то решений, каких-то событий, об оценке каких-то событий. Здесь, конечно, у каждого может быть свое мнение. Но в плане того, как происходят те события, о которых мы рассказываем здесь, я уверен, что могу любую позицию свою, которую я выражаю либо в устной форме, либо у нас в телеграм-канале, я готов за нее отвечать и готов полностью по всем пунктам разбирать то, что мы даем, тот материал, который мы публикуем и озвучиваем. Поэтому приглашаю присоединяться и к нашим итогам недели с Сергеем Жирновым. И в промежуточные выпуски смотрите, рассылайте в соцсетях и делитесь информацией. Делитесь, это очень важно. В современном мире очень важно делиться информацией. Информация руководит миром. И если мы даем людям возможность получать правдивую информацию, это дает возможность в будущем людям самим управлять своей жизнью, не ждать чего-то от президента России Владимира Путина, от бывшего президента Дмитрия Медведева, о котором будет у нас пост довольно интересный у нас в резервном телеграм-канале. Обязательно почитайте, я думаю, что многих повеселит. И обязательно присоединяйтесь к нам и в Инстаграм. У нас есть ссылка на Инстаграм. В описании к этому ролику у нас есть ссылка на наш англоязычный канал, который, да, не быстро, но набирает обороты. Есть ссылка, по-моему, на наш английский Инстаграм. На английском языке, извиняюсь. Есть ссылка на... Да, есть, конечно, ссылка на наш Patreon. Помогайте нам, мы работаем для вас. Подписка на Patreon несложная, можно подписаться и помочь нам в нашей деятельности. Есть подписка на наш YouTube-канал, если вы смотрите у нас на канале. Есть наши криптовалютные кошельки. Не забывайте, еще раз повторяю, мы работаем для вас. Так, все, на сегодня все. Увидимся, услышимся уже через неделю. Ой, извиняюсь, не через неделю, в воскресенье. А то уже заговариваться стал. Уже в это воскресенье. Не забывайте, мы вас любим, и это искренне. Всего доброго, до свидания.